Меня зовут Геннадий Зырин, и сейчас я тебя научу статическому балансу. Начнем с того, для чего вообще это нужно. На самом деле навык очень полезный. Можно выигрывать байкерские конкурсы, которые любят соревнования на медленную езду. Получить там вот такой крутой кубок, медаль. Ну а самое главное, респект и уважуху от суровых байкерш на зачеперенных Уралах. Насколько этот навык полезен в мотокроссе, в эндуро или, может быть, в езде на заднем колесе, я, честно говоря, фиг знает. Надеюсь, вы потренируетесь и напишите в комментариях. Виртуозное владение статическим балансом – вещь непростая, сравнимая, наверное, с медленной ездой на заднем колесе. А потому учиться надо от простого к сложному. Очень круто, что тренировать этот навык можно каждый день вечером после работы у себя в гараже на ровной твердой поверхности. Только придется вместо мягкого грунта использовать, например, покрышки. Сначала тренируйтесь на 2 покрышках, это довольно легко. Когда почувствуете себя уверенно, переднюю убирайте. Колесо мотоцикла должно упираться в подложенную покрышку с 2 сторон. Вот так будет тренироваться довольно легко. Но вот так уже сложнее. Для фиксации заднего колеса я подкладываю вот такую дощечку. Кстати, тренироваться можно абсолютно на любом мотоцикле, хоть на китайском, хоть на японском, хоть на мотоцикле с убитым мотором. И не говорите после этого, что мотоспорт – это дорогое удовольствие. Как видите, бензин не тратится, расходники не изнашиваются. Начинать обучение нужно с полностью повернутым рулем. Объясню почему. Мотоцикл с прямым рулем – конструкция неустойчивая. Мотоцикл с повернутым рулем – вполне устойчивая конструкция. Кстати, этот же принцип используется при дрифте в наклоне и при торможении в наклоне. Насчет поворота руля кому-то удобно в левую сторону, кому-то в правую, это индивидуально. Начинайте тренировки с той стороны, в которую вам удобней. Ну а потом обязательно нужно натренировать и противоположный поворот руля. Лично мне больше нравится поворот руля налево, потому что в этом случае газовая рука у вас свободна. При повороте направо газовая рука зажата, газовать не так удобно. Как еще себе можно облегчить обучение? Сравним колесо с надутым мячом. Как видите, мяч на твердой поверхности довольно неустойчив, и устоять на нем невозможно. В качестве облегчения баланса можно использовать различные подпорки, какие-то камушки, бревнышки, ямки. Как видите, в этом положении райдер уверенно стоит на мотоцикле. Мягкий грунт облегчает баланс, потому что под нажимом образуется большое пятно контакта, и баланс довольно легко ловится. Ну и, наконец, можно спустить давление и придать устойчивости таким способом. Обучаться надо на зажатом переднем тормозе. Это придает дополнительной стабильности мотоциклу. Даже если вам кажется, что мотоцикл стоит в ямке и зафиксирован, все равно есть какие-то микродвижения, которые выводят вас из баланса. На начальной стадии обучения я рекомендую использовать все эти облегчители: поворот руля, зажим переднего тормоза, мягкий грунт, подспущенные колеса, ну и какие-то ямки для придания дополнительной стабильности мотоциклу.
Задний тормоз мы не зажимаем, нога используется для балансирования, в том числе как противовес. Сразу вставать с земли тяжело, поэтому лучше использовать вот такие подставки на уровне подножек. Стойка должна быть средней, плечи над рулем, верхняя часть тела максимально расслаблена. Не надо уходить слишком назад или наоборот наваливаться вперед на руль. Старайтесь держать руки максимально расслабленными, весь вес на ногах. Вот пробуйте перебирать пальчиками или даже убирать руки с руля. И локти, как в мотокроссе, надо расставлять в стороны. Базовое положение ноги на подножке вот на этой части стопы, на плюсне. Но при этом не надо зажимать мотоцикл ногами, как в мотокроссе, а наоборот, надо оставлять зазор сантиметра 3 для балансирования. Регулировать положение мотоцикла можно нажатием на подножку наружу, либо упором коленкой в сиденье вовнутрь. Наружу, внутрь. Аналогичный принцип используется при езде на одной ноге. Обувь, в которой вы тренируетесь, имеет большое значение. Если вы делаете это в легкой обуви, не забывайте периодически надевать и мотоботы. Лично мне в ботах легче. Любая ямка, столбик, бордюр, камень или бревно могут использоваться как подпорка и сильно облегчают задачу. Как только у вас получается стабильно стоять минуту в балансе, пробуйте усложнять. Меняйте положение стоп на подножках. Пробуйте снимать ногу с подножки, использовать как противовес. Пробуйте снимать руку с руля или даже две. Пробуйте задействовать рычаги управления. Пробуйте делать все то же самое сидя. Пробуйте вставать и садиться. Следующий этап – пробуйте вставать на подножки с земли. При этом не допускайте полностью разогнутой руки, потому что в этом случае у вас не будет запаса, чтобы сбалансировать в ту сторону. Следующий этап – убираем покрышку из-под переднего колеса, что, на мой взгляд, эквивалентно балансированию на грунте. На бездорожье любая неровность поверхности может использоваться как помощник для удержания баланса. При надежном продольном упоре можно балансировать даже с прямым рулем. Покрытие имеет огромное значение. На идеально ровном асфальте простоять долго практически невозможно. Но если подложить упор и зафиксироваться, то можно стоять и на асфальте. Даже небольшая ямка в асфальте сильно облегчает задачу. Сейчас протестируем разные классы мотоциклов в самых сложных условиях, а именно на ровном асфальте. Кто говорил, что на асфальте стоять нереально?
Только если у вас нет реальный мотоцикл. А все потому, что он просто создан для баланса. Низкий центр тяжести, огромный выворот руля, мягкая резина. А самое главное, именно на нем у меня получилось балансировать поворотами руля, как написано во всех учебниках. Ну а на щебне или на грунте на нем стоять вообще легко. Если у вас есть реальный мотоцикл, учитесь сначала на нем. На нем у меня даже получилось поворачивать руль из одного упора в другой. Питбайк по ощущениям очень похож на кроссовый мотоцикл, но лично мне на нем сложнее, потому что он мне мал. На дорожном мотоцикле балансировать тяжелее всего. Он очень тяжелый, ты боишься его уронить, из-за специфичной эргономики. Но на грунте стоять практически так же легко, как и на кроссовом мотоцикле. Для чистоты эксперимента я попробовал и собственный мотоцикл. Для меня он самый удобный, потому что на нем я больше всего тренировался. Ну что, друзья, как видите, я научился, смог даже какое-то время простоять на асфальте, хоть и не с первой попытки. Обезьяна научилась, а значит, научится любой желающий. Все подробности, которые не вошли в видео, я напишу в статье на stantex.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на тренировки в клуб Анархия Рейсинг, ну и увидимся на трассах.